Всем доброго утра. Итак, поднимаемся по ступеням мастерства. И сегодня поговорим о работе с джиннами. Кому интересно побольше узнать о джиннах, можете набрать «Все о джиннах. Ведьмина изба» или «Джинны. Прямой эфир. Ведьмина изба». Там как можно более исчерпывающе сказано об этом материале, разделение их по типу, откуда они происходят, кто они и прочее. Не будем сейчас на этом останавливаться, потому что нужно в один ролик уложиться и рассказать о том, как следует работать с ними и как колдуны на Востоке работают с силами джиннов. Джинны есть божества, древние духи Востока, которые после принятия ислама были объявлены вне закона. По мнению Корана, некоторые джинны приняли ислам, некоторые отказались. И преследуют они исключительно мусульман. Хотя и других могут, но основные их враги мусульмане. Они считают, что мусульмане предали древние верования, и им это не прощают. Каждый мусульманин хоть раз в жизни терпел на себе атаку джинна. Хотя бы раз в жизни. Есть различные молитвы, различные заговоры, которые, по мнению людей, могут оберегать от джиннов. Есть целая инструкция. В отличие от христианства, ислам не отзывается презрительно о джиннах, а лишь предупреждает, говорит, и целые главы посвящены джиннам, о том, откуда они происходят, кто они, как с ними бороться, как бороться с искушением, как бороться с нападением джиннов и прочее. Они были хозяева Востока, духи. Они сейчас остаются такими. Считается, что люди их оттеснили от своих мест, и поэтому иногда бывает, что человек попадает по неволе в логово джинна, то есть проходит по тем местам, где они живут. Джинны – это некая раса, которая была создана до людей. И считается, что джинны умирают, также превращаются в духов, что джинны женятся между собой, что у джиннов есть религия, есть своя национальность. Они делятся на женщин и мужчин, они делятся на высших джиннов и более низких по ступеням. Созданы они были Богом из огня, поэтому это огненные духи. Они нас видят, мы их нет. И есть целая инструкция в священной книге, где сказано, как себя вести, чтобы не навлечь на себя гнев джинна, чтобы не стать для него лакомым куском, как вести себя, чтобы их изгнать и прочее, прочее. Целая доктрина. Считается, что джинны были созданы до человека, и главным из них был Иблис, которого называем сатана, дьявол в христианстве. И однажды джинны стали вести себя неправильно, недостойно, и Иблис, собрав свое войско ифлинов, это верховные джинны, начал уничтожать племя джиннов и подчинил его Всевышнему, за что был удостоен звания любимый из сыновей Бога, один из главенствующих сил рядом с его троном. Но когда появился человек, он отказался повиноваться, он отказался поклоняться ему, сказал: не буду поклоняться тому, кто создан из глины, поскольку он был высокомерен, он был главнокомандующий войсками Бога, он был любимое создание, он был самый красивый, он был носитель мудрости, в его руках были ключи от бездны и так далее, и так далее. И поэтому
он решил, что он вправе высказать свое мнение, за что был изгнан вместе со своими эфлинами на землю. И вот он начал покорять землю, начал отводить человечество от Создателя, как говорится в книге. А вообще, по древним поверьям, джинны восточные боги, восточные духи, стражники Востока, которые незаслуженно были обижены и за это ненавидят племя человеческое. Считает, что когда пророк Мухаммед пришел на землю, когда он начал обучать, когда он создал новое учение под названием ислам, что означает чистейшая вера в переводе, да, что многие джинны пришли к нему с поклоном, но не все приняли его религию. Он запретил поклоняться джиннам место, он запретил вообще относиться к ним как к почетным духам, он запретил приносить им жертвы, приносить им подношения и так далее, и чем вызвал их гнев. И они все время на него пытались напасть. Но были те, которые его защищали. Так вот, это духи, точнее, это племя духов, и в отличие от той нечисти христианства, которая считает, что все, что древнее, оно все как бы все от черта, сатаны и прочее, джинны считаются определенным племенем, часть которых правоверные, другая часть неправоверные. И вот они пытаются, одна часть другой частью сражается, вместе с этим всем сражаются они против людей. Как бы там ни было, вот эта целая доктрина, и в моих лекциях там все объясняется, не будем сейчас по новой зацикливаться. Итак, дорогие друзья, но как работают колдуны Востока, ведь полностью направлять можно силу джиннов в угоду себе и отправлять по определенным заданиям. Я постепенно буду вам предоставлять ритуалы касаемо определенных работ с джиннами. Сейчас давайте разделим основных верховных джиннов, да, или верховных племен джиннов и поговорим с вами о том, как с ними работать мастеру. Я как-то подарила ритуал, если помните, венчание с джинном. Для чего это проводится? На Востоке считается, что каждая ведьма должна быть женой одного из главенствующих джиннов. То есть у нее должен быть муж в духовной сфере. Этот муж ей позволяет выйти замуж здесь за человека. Но после ее смерти сопровождает там. То есть это его проводник, это тот, который не дает ее в обиду, тот, который договаривается с джиннами, как бы представляя свою супругу там, тот, который помогает ей работать с пантеоном джиннов, находить с ним общий язык, ну и в конце концов защищает от них. Именно поэтому считалось, что у некоторых ведьм даже по нескольку супругов и любовников из мира джиннов. Ислам считает колдовство грехом, куфр или джаду. Ну, в основном распространено как бы слово куфр. Считает, что это сговор с джиннами, а значит против веры. Ну, с одной стороны, они правы, на самом деле, если уж по-честному, да. Ну, вплоть до обезглавливания, вплоть до забивания камнями. Но мало таких случаев. В основном предупреждают, пишут на его, на дверях этого человека красной краской. Если он не остановится, то, значит, его наказывают. Но это нужно доказать. Нужно доказать, что человек взаимодействует с джиннами, нужно найти определенные атрибуты работы колдуна и так далее. Но я хочу вам сказать, что любого колдуна, попавшего в беду, жена какого-нибудь богатейшего шейха выкупит и будет использовать во благо себе. Еще пока настоящие колдуны там не попадались. Если там казнили, то, как правило, неугодных людей или людей бедных, беззащитных, для того, чтобы, ну, как бы всенародно показать, запугать людей, одним словом, да, просто для... Это такая показная кара, но не более того.
Потому что сильные колдуны Востока, они очень защищены, и до них не добраться. Хочу вам сказать, что есть муллы, которые сами занимаются магией. Но поскольку они есть священнослужители, естественно, до их персоны никому не добраться. Но они настолько хорошо понимают всю систему работы с джиннами, что не может быть человек, который совсем этим не занимается, никак к этому касания не имеет, так хорошо не сможет описать эту всю систему, как она работает. Только профессионал. Иногда смотришь и понимаешь, да колдун ты, колдун, а не мулла, не надо нам тут заливать. Но это не скажешь ему в лицо. Однако они взаимодействуют с джиннами, они знают их хорошо. А значит, могут где-то и соблазн быть, попросить что-либо. Дорогие друзья, здесь разделение основных джиннов, с которыми работают колдуны. Я примерно поверхностно вам объясню, потому что всю эту информацию не поместите в полчаса. Но в любом случае, да, значение, функции этих джиннов и как с ними работают. Ханзаб – это тот джин, который досаждает человеку во время намаза. То есть который вызывает у человека путаницу, страхи, сомнения. Его хорошо направить, если хотите помешать человеку в его каких-то намерениях. То есть в богобоязненных делах, чтобы этот человек опозорился, вывести его на чистую воду, если он где-то не прав. То есть ханзаба можно отправить для того, чтобы запутать человека, чтобы он сам не понимал, что несет, что говорит. В общем, на посмешище выставить человека. Вот как раз к нему. Он любит фрукты, красные фрукты. Он любит красную скатерть, красное вино. В общем, его любимый цвет красный. И он любит, когда его призывают на природе, либо хотя бы с открытым окном. Должна быть полная темнота, никаких свечей, ничего. Вот, красные фрукты, все красное на столе и вызвать его. Либо эти фрукты, подношения отнести под дерево и вызвать его. Можно и днем, но желательно или под вечер хотя бы, тогда он активнее. Гаффаф. Джин, который вызывает страх. Если вы хотите забрать сон у своего врага, вот его и отправьте. Он не будет спать, он просто не просто похудеет, он измотается, у него не будет сил жить вообще. Он будет просыпаться от кошмаров, он будет бояться засыпать. Ну или на всю семью. Обычно его направляют таким образом, начитывают на черную нить и подкидывают в дом врага. И когда уже дело сделано, нужно ему отдать черную или темную курицу. Эту курицу нужно отпустить где-нибудь в лесу и сказать, что вы жертвуете джину Гаффафу. Залнабур, известный вам джин, для торговли. Он был безобиден на самом деле. Он отвечает за хитрость, за плутовство, за отдурачивание, если надо, за лукавство, ну и расхваливает ваш товар и продает и так далее. Залнабур, в принципе, был безобидный джин, он помогал торговцам, он помогал, и ему оставляли красивые, какие-нибудь сверкающие там вещи, ему оставляли мелочь, благодарили его, ему ставили мед со сладостями, на следующий день выбрасывали. Залнабур, он, в принципе, безобидный джин, но если вы хотите именно в колдовстве его применить, да, его можно отправить, например, когда человек к вам обращается для продажи, попросить Залнабура посодействовать, чтобы человек мог продать то, что хочет продать, или приобрести по выгодной цене то, что ему надо, ну, землю купить, например, завоевать какой-нибудь патент для себя, да, если он там хочет строить или что-нибудь еще. То есть вот в этом случае его можно отправить. Он для торговых дел. Аль-Амиру. Это джинны, вообще, это раса джиннов, то есть это классификация джиннов, которые живут в домах людей.
Они могут защищать дом, они могут привлечь выгоду, они могут привлечь хорошую жену, хорошего мужа, все, что хочешь, но они могут и испортить, если вы их обидите. В основном их разновидность, которая обитает именно в доме, они не мешают людям жить. Но есть еще разновидность, которая любит грязные места. Санузел, например, ванны, туалеты. Вот. Мусульмане, например, заходя в ванную или в туалет, говорят «аузубиллях», то есть как бы оберег от того, что... Потому что они там, как бы сказать, безоружны, да, они там обнажаются. И, естественно, их тело взаимодействует с этими силами, которые там находятся, для того, чтобы они не смогли им навредить. Вообще в исламе есть такие слова «Аузу билляхи мина шайтани раджим», что означает там от вреда шайтанов себя оберегаю святым оберегом, что-то в этом роде. Ну, практикам это говорить не надо и нет смысла, но я хочу вам сказать, донести до вас, что страх перед этими джиннами настолько велик, вот аль-амиру, то есть джинны, которые обитают дома и которые обитают в санузлах, то есть там, где человек обнажается, где купается, где он беззащитен, где он с себя все снимает, естественно, и амулеты снимает, все остальное. Считается, что в этот момент они могут напасть. Ну, например, были случаи, когда в ванной человека как толкнули, он упал и разбил лицо. Женщина, значит, мыла голову там под душем и сказала, что очень сильный удар по лицу получила, прям аж челюсть вывернулась, и ей исправляли. Это реально. Так вот, вот Аль-Амиру таких джиннов отправляли колдуны или завистники, приходили домой, якобы пили кофе, туда-сюда, нашептывали кое-что им, давали некое задание. Я потом вам объясню это, как делается. И, например, говорили: Аль-Амиру, вызываю вас, я шайтани, придите, соберитесь там и так далее. Но дальше не буду говорить. В общем, нацеленность была на то, чтобы в этом доме ничего хорошего не было. Понимаете? И вот тогда они, значит, это слушали и делали. Вот вообще произносить нехорошо, я сейчас им скажу обратное. Аль-Амиру собирают джиннов, шайтанов и приказывают, чтобы в этом доме было одно богатство, радость и процветание. Да будет так. Нужно это перебить, иначе слышат они все, дорогие друзья. Значит, далее. Аль-Карину. Джинны, которые сопровождают человека пожизненно. Вообще джин один. Значит, он дан именно Богом, именно Создателем, именно Вселенным, дан человеку для искушения, для того, чтобы он вел по плохому пути. Но в то же самое время, если с ним подружиться, вот с ними пытались дружить, Аль-Карину, с этим джинном, если с ним подружиться, то он может наоборот, он может помочь, подсказать, объяснить, схитрить. Они же знают все, что происходит вокруг вас, они могут, знаете, судьбу людей рассказать человеку. То есть до такой степени, хоть подсознательно пошептать, хоть во сне. То есть они могут защитниками стать. Так вот, Аль-Карину можно колдуну начитать на Аль-Карину другого человека и как направить его для защиты. Например, пришел человек, вот ему не хватает защиты, он боится и так далее. И начитать на джина, который рядом с ним находится, и приказать ему защитить человека. Или можно наоборот сделать, вслед нашептать или сказать этому джину, чтобы он только разорение принес тому человеку, и, значит, нашептать и накинуть ему подношение. Да, я просто забываю там, сейчас, секунду. Значит, Аль-Амиру, если призывают, если козлу начитывает на соль и незаметно, значит, кидают, ну, например, можно попроситься в туалет и руки помыть, и кинуть там, начитать вот в этих местах. Если на хорошее, то начитывается на сахар и точно так же подбрасывается. Можно и открыто, можно и сокрыто. Многие тещи, например, которые приходят в дом к молодым, без их ведома начитывают на сахар и сыпят по углам для хорошего, чтобы эти джинны Аль-Амиру не вредили обитателям дома. Далее. Аль-Мариду или Мюриды или Мириды.
Это джинны с огромными телами, то есть гиганты. Это силачи джинны. И их можно попросить направить как защитить семью, так и уничтожить семью под своим натиском, под своей силой, призывая врагов или наоборот этих врагов давя и уничтожая, изгоняя. Даггары – это джинны, которые пугают людей, вызывают ночные кошмары. Они любят, когда им подносят, значит, яйца, они любят, когда им подносят муку, они любят соленую воду, они любят пряности. Вот им подносить, оставить где-нибудь и начитать на имя человека. В этой семье постоянно будут кошмары, бессонница и болезни. Тамрих. Они отвлекают людей от обязанностей, они отвлекают людей от своих мирских, людских, нормальных дел. Они могут отвлечь мать, например, постоянно от ребенка, и дома начнутся конфликты из-за этого. Многие свекрови так делают, начитывают тамриху, например, чтобы она все время была невнимательна к мужу, к детям, чтобы муж ей был недоволен. И тогда они, значит, вынуждают сына взять вторую жену. Вот таким образом. Миклас. Это джин азартных игр. Если вы его хотите призывать, карты, значит, монеты, оставляйте возле порога тех людей, на которых начитываете. Или в пакет можно вот так вот завязать и повесить над их забором. Или где-нибудь кинуть в таком месте незаметном, чтобы они не видели. Я вас уверяю, что все мужчины в этом доме начнут играть в азартные игры. Разорится дом полностью. Значит, Валагам Аджа Авар. Это те джинны, которые в основном вредят. Вот как вы их направите, так они и будут себя вести. Значит, так они и поведут себя с людьми. Это джинны, которые вредят. А кому навредят, вы можете их направить куда угодно. Волга. Это в основном тот джин, который мешает поклоняться Богу. То есть набожных людей не любит. Вот когда говорят, что если ты верующий, тебе никто ничего не сделает, вот Волга. Тот, который ненавидит набожных людей и натравливает на набожных людей. Но его, знаете, задабривают атрибутикой. Если это на христианина, значит, вам нужно крест найти, икону оставить под деревом, отдать ему. Если это на мусульманина, нужно атрибуты ислама найти, например, и оставить ему. Ну, там, скажем, вот эти красивые, да, вышитые Кааба и так далее, оставлять, повесить на дерево и уйти, вызывая его и попросив его сделать то или это с этим человеком. Савар. Сабар – это вызывающий злобу и гнев. Тот, который нагнетает обстановку, тот, который вызывает ярость. И в этом состоянии, когда сабар, значит, над человеком владеет, да, человек может сойти с ума, творить все, что угодно. Как вызывали раньше? Например, сноха хотела, чтобы дома драка была между родителями, да, и мужем, чтобы муж больше ее любил и видел, что родители жестоко обращаются. Она начитывала на еду, на питье, говорила: заклинаю сабара, сделай, как я хочу. И вот начитывала. Правда, простым людям к джиннам вообще отношения иметь нехорошо. Плата очень большая. Вот если вам дает, скажем так, рекомендации мастер, он говорит, что платить. Если вы не знаете сами по себе, вы можете накосячить. Так вот, сабара, если хотите вызвать, начитать нужно на воду, эту воду выплеснуть в том месте, где люди живут. Либо взять шерсть кошки и собаки, скатывать в один вот так вот клубок, вот так читать и начитывать сабару. Ну, например, что там через эту шерсть кота и собака, кот с собакой дерутся так, чтобы вот так было, заклинаю и так далее, и так далее. И отправить. В этой семье драки будут каждый день. Некоторые в машину кидают для того, чтобы муж жену вообще не возил. Они там как сядет, они чуть в аварию не попадают, настолько ругаются до полусмерти. Агвар. Ну, агвара знаете. Тот, который вызывает половое распутство, блуд. В исламе это называют зина. По-другому это страсть, в общем, всепоглощающий и так далее. Это он. Он любит кровь, и я давала вам
Он в этом отношении безобиден, может прийти, если вы ему пожертвуете эту кровь, он больше с вас ничего не потребует. Если нет, значит потребует, например. Ну, жизнь нет точно. Даосим вообще раздоры в семью вносит. Даосима очень замечательно начитывать на семена черного тмина и раскидывать. Можно тмин, можно семечки. Главное, чтобы это были семена. Начитывать и кинуть возле дверей или в дверь. Иногда некоторые начитывали, например, на могильный песок и сыпали. В этом доме чуть до смертоубийства дойдет. Матриш – это тот, который поганит имя человека. Это за ложь отвечающий джин. Тот, который быстро распространяет ложные слухи. Надо позорить человеку на весь мир. Вот, обращайтесь к нему. Еще раз говорю, это практики должны делать. Самые сильные виды джиннов – алифриты, ифриты, как я уже говорила. Они настолько могущественны, что к ним обращаться нужно с особым почтением и знанием. Простому человеку вообще противопоказано к ифритам обращаться. Это опасно для жизни. Колдуну тоже по необходимости. Натравить их на врагов самое то. Но взамен вы должны будете ему много чего отдать. Это золото оставить, это оставить кровную жертву, то есть кусок мяса с кровью, либо живого петуха и так далее. Но натравите на своих врагов труп за трупом. Но если трупа не будет, разорение и бедность будет такая, что безысходность просто. Они от этой безысходности будут с ума сходить. И вы это увидите. Кстати, многие из них могут видеть в лице моих врагов эту безысходность и схождение с ума. Умьёму Сибьян называется вот этот вид джиннов, который закрывает род, закрывает родовую деятельность, вызывает бесплодие у женщин рода, вызывает ненависть у жены к мужу, который приводит к болезням детей. То есть это тот тип джиннов, которые вызывают нездоровость рода, уничтожение рода, то есть приводит род к катастрофе. Можно их призывать, можно их вызвать. Они любят мясную жертву, они любят благовония, они, значит, любят черный перец, перемешанный с медом. Их ставятся фотографии людей, чью семью ты это отправляешь. Если это соперница, она родить не сможет никогда, но это делают только практики. Знаете, вот эти типы, вот это вот разделение джиннов, которые я сейчас читаю, это вообще подходить простым людям нельзя. Алифриты, умьёму сибьян, это разорение рода полностью. Троните, разорится ваш род. Особенно они ненавидят мужского рода, то есть мужчин в роду, то есть мальчиков, носителей генофона и фамилии. Аль-Гавлу или Гилан – это джинны, которые сопровождают человека, когда он одинок. Сопровождают в дороге, везде, то есть создают для него опасности. Если вам нужно создать врагу опасности, а он поздно возвращается или ездит, то нападение на него обеспечено на самом деле. Однозначно работает, не раз проверено. Помнится одно время... Ладно, дальше не будем говорить. Нападение до смертоубийства, смотря какое вы даете задание. Вам нужно будет закопать нож со словами, например, хотите, чтобы ножом напали, нож закапываете. Хотите, чтобы палкой ударили, палку закапываете. Хотите, чтобы в аварию попал, порвите рубаху, новую абсолютно, не свою, чужую. Мужчина нужен, мужчину, рубаху порвали, завязали в узел на дерево и призвали. Он будет ранен и так далее. В общем, различные. Так вот, дорогие друзья, с этими джиннами на Востоке работают колдуны. Я подразделила вам джиннов именно тех,
который самый сильный и могущественный тип джиннов, с которым непосредственно обращаются колдуны и чародеи Востока. Для них отдельно я буду создавать и показывать, и те, которые созданы, те тоже покажу. Создавать, имею в виду, что я буду переписывать, переделывать, то есть подгонять под эту, как бы сказать, энергию тех людей, которые занимаются, да. Но это со временем. Сейчас не стоит это все трогать. Пока ознакомьтесь в таком виде, в котором я сказала. Те, которые занимаются, им объяснять особо и не надо. Они сами это знают. Может быть, этих джиннов, как звать, не знали. Может, не знали особо, значит, вот это деление, да, по определенным функциям. Но в любом случае они с ними знакомы. Потому что не может быть, чтобы у человека большая практика, и он не знал джиннов. Так вот, дорогие друзья, это силы Востока, которые призывались и призываются для помощи, защиты колдуна, для работы колдуна, для того, чтобы быстрее и легче достичь своей цели. Эта цель достигается. И поверьте мне, что очень даже достигается быстро и эффективно. Только работать с ними должен только профессиональный человек. Простым людям здесь делать нечего. Всем удачи!